Это город Сиань, 4-я часть. Мы до сих пор находимся у Мигеля, потому что я приболел и болею уже несколько дней. Но мы все равно не теряем надежды заработать на стритовании, поэтому продолжаем делать таблички, и на этот раз Мигель нам помог с переводом на китайский. А помогали нам в этом еще милый котик и кошечка. Люди, вы не умеете пользоваться коробками. Вас научить? Ну неправильно же. Не могу на это смотреть. Это наш друг Мигель, который является учителем английского языка. Вот два его ученика, девочка и мальчик. К сожалению, я не выговорю их имена. И их родители, которые пригласили нас на обед сейчас. Точнее, уже на ужин, но назвали это обедом, потому что мы, наверное, много будем кушать. Вот, это папа одного ребенка, а это мама второго ребенка. И здесь вот такой крутящийся стол. Это все, что я могу сказать на данный момент. К сожалению, из-за курения у меня все еще нет голоса. Это уже длится, наверное, дня 3, мне кажется. Это вот я показываю просто, какой здесь крутящийся стол. Довольно классная штука. И все курят опять. Все курят. И поэтому мы уходим в другое место. Нас переместили в зал для некурящих, потому что везде курят. Это отдельная комнатка, такая довольно светлая. И вот здесь будем сейчас трапезничать. Здесь такая очень интернациональная компания. Китайцы, мексиканец и мы, как бы, ну, можно сказать, русскоговорящие. Вот я просто хочу показать меню вообще, какие блюда есть. Сейчас мы будем листать, тогда покажу. Они сейчас промывают посуду в кипятке. Они, в смысле, имею в виду работники ресторана. Вот, чтобы у всех были чистенькие, дезинфицированные. Because you know, foreigners, people who are not Chinese, they don't like loud sounds. Пролистай все, я просто хочу. Я мясо не хочу особо. Ты с мясом хочешь? Maybe some vegetables. 把那个餐具消消毒啊，这是我们2次消毒，本来1次消过毒了。 You are very stinky. Miguel, is it potato? Почти все блюда мясные, либо рыба, либо какие-то другие морепродукты. Я просто хочу показать примерно, какая кухня, потому что, на мой взгляд, она очень такая непривычная нашему взгляду, поэтому мне интересно просто даже посмотреть картинки. Потому что насчет вкуса можно лишь догадываться. Есть вот овощные блюда, вот такие, это, допустим, просто что-то вроде лука. Есть что-то вроде картошки, но на вкус как бы она что-то среднее между сладкой картошкой и чем-то таким просто тягучим. Мы вот сейчас вот возьмем несколько порций, и эти порции будут на всех. То есть вот этот крутящийся стол, который перед нами, когда принесут официанты, положат все на стол, тогда уже покажу, как выглядит стол. А пока что, вот, к примеру, вот почти прозрачная паста. Я не знаю, наверное, это рисовая. Но, честно говоря, здесь цены довольно высокие. 32 юаня, это 5 евро за одну порцию. Ну, это уже довольно дорого. Вот 45. Так что, на мой взгляд... Ну, порции, размер... Вот, кстати, вот это похоже на картошку, нам сказали. Но это не картошка. Порции большие вроде как, и мы их делим на всех, поэтому нам как бы... Нам, наверное, 5-6 порций хватит на всех. Есть вот целая рыба, к примеру. Я, к сожалению, не смогу перевести и половину из этого. Вот устрицы. Выглядят как будто бы жареные. Улитки. И последняя страница уже, насколько я помню. Да, вот последняя. Рис.
и гарниры. Из гарниров, кстати, довольно мало. Это яйцо с томатом, нори. Это я уже затрудняюсь ответить, что есть что. Ну, кроме риса, конечно. Нам принесли уже 2 блюда. Первое подогревается, а второе уже горячее. Это цветная капуста и здесь овощи. А, грибы, это грибы, точно. Mushroom. Еще вот такой вот чай традиционный китайский. Опять же, он из гречки. Это просто засыпается гречка и заливается кипятком. К сожалению, я не могу как-то рассказывать немножко заранее, потому что это все настолько спонтанно происходит. Вот еще одно блюдо приехало. И настолько спонтанно происходит, нам просто предлагают: хотите с нами пойти, мы вас приглашаем. Мы говорим: да, давайте. И все, и мы не успеваем, вообще я не успеваю рассказать ни заранее, ни о чем, поэтому все по факту только. But I have very bad nose. Yeah. What is that? Is it noodles? No, not noodles. 你拿碗米饭。好。 I don't know what this is. Мигель говорит, что не знает, что это такое. И вот, кстати, подъехал мой рис, пока я тут разговариваю. Yes, I want rice. Оказывается, внесли свою ясность. Это бамбук. Выглядит, правда, как noodles, но это бамбук. Здорово. Хотя, на самом деле, бамбук — это просто трава, поэтому сильно какой-то экзотического вкуса не стоит ожидать от этого всего. А вот это, кстати, вонючий тофу, как сказали. Очень плохо пахнет, потому что во время производства тофу добавляют какой-то ингредиент, который заставляет менять его вкус. И вообще процесс производства отличается от обычного тофу. Тофу — это, кстати, да, это сыр. Положил всего по чуть-чуть, чтобы попробовать. Начну, наверное, с бамбука, потому что, мне кажется, это самое такое, самое простое. What's the opposite of Теплое, хрустящее невкусно? Невкусно. Невкусно. и довольно безвкусно. Чуть-чуть напоминает вот вкус такой травы. Вот как вы представляете, бамбук? Вот примерно такого вкуса есть, но он очень-очень-очень слабый. Да, это картошка, я ее уже пробовал, поэтому ничего особенного. Это жареные грибы. Вот жареные грибы меня, в принципе, интересуют, потому что грибы должны быть вкусными. You know bowels. Да, грибной вкус. Bowels. И больше даже вкус не от грибов, а от приправ. Это что-то вроде соевого соуса, вот очень похоже. И вот это вот вонючий тофу. То, про что вот говорят хуже всего, что говорят, что не очень вкусно. Yeah. I don't like this. Такое чувство, что он сгорело. Bowels. Очень острое. Я не могу говорить больше. Oh, you eat it. Wow. Ну, ужасно острое. Такое чувство, что она просто сгорела. Что это было нормальный тофу, но он просто сгорел. Хочу показать стол и рассказать, о чем мы сейчас болтаем. Мы болтаем о том, что в Китае 56 религий. Помимо самых распространенных, еще очень большое количество, если честно. 56 – это огромное количество, на мой взгляд. Ты видел, что они с коробкой сделали? Ты же обещал показать, как ей пользоваться. Ты меня не слушаешь. Да, сейчас поговорю. А потом уже сидишь и жуешь. Теперь ты знаешь, как охотиться. В этот момент, когда я снимал кота на телефон, пришла мама Алиши, чтобы забрать ее после учебы. И она увидела голодного кота и голодных нас. Что было дальше, вы сейчас увидите. Он выехать не может. Ты понимаешь? Он просто не может выехать. У него полметра еще спереди. Вон там еще расстояние. Просто огроменная подземная стоянка. Я не знаю, сколько она вообще размеров. Каких она размеров, имею в виду. Потому что здесь несколько этажей. И вот это только часть. Еще в обратную сторону, наверное, столько же.
нас пригласили друзья нашего друга, потому что они посчитали, что мы очень голодные. По крайней мере, у нас, наверное, такой вид. Нет, на самом деле дело в том, что люди очень заботливые, и поэтому все интересуются, кушали ли вы. Если не кушали, кушали, неважно вообще. Но сразу приглашают покушать на обед. А это ученица нашего друга, которая знает английский в свои 6 лет так же хорошо, как, наверное, китайский. То есть очень умная, способная девочка. А девочку зовут Алиша. А это реклама в лифте. На самом деле это не телевизор, это просто проектор. Вот это чудо. Очередной огроменный китайский магазин, которых здесь просто, наверное, сотни на каждом углу. А вот там ребята играют на барабанах, вот одного видно из них. Вот пару человек там играют, я, может быть, видно. Да, видимо, наверное, курсы проходят, потому что здесь довольно много... вообще, в принципе, азиаты, они очень часто обучаются чему-то новому. То ли языкам, танцам и, в принципе, и музыке, ну, в общем, всякому разному. Это я не знаю, что это такое, но это нам так сказали, что это Вот это место, куда мы сейчас пойдем. Похоже на столовку. Меня ведет Алиша. Это наш гид на сегодня по самым вкусным местам в Сиане. Я надеюсь, что самым вкусным. Мы были уже в похожем месте. Еда здесь очень дешевая. Средняя порция стоит меньше, чем 1 евро. То есть, если посмотреть... Oil cakes. Масляные блинчики. You don't know? How much do you eat usually? 4? Просто прикладываешь карточку. Вначале вот... Can you show me? Вначале покупаете такую карточку, туда кладется где-то 50 юаней, и дальше у каждого продавца она просто прикладывается карточка и снимается сумма. На выходе эта сумма денег, она возвращается, это своего рода депозит. Мы сейчас пробуем эти блинчики, так называемые блинчики, но это больше похоже на плюшки, как мне подсказывают. Внутри, я не знаю, видно будет или нет, там, в общем, сезам белый, черный. И жидкость довольно сладкая. Это, скорее всего, сироп, я так предполагаю. Вкусная штука, но нереально масляная. Просто очень много масла. Вообще, кстати, китайцы едят очень масляную пищу. Кстати, китайцы заказывают всегда попарно блюда. Вот у ребят перед нами, у них тоже 4 блюда. И мы когда заказывали, мы заказывали тоже 4 штучки. То есть можно заказывать 2, 4, но нельзя заказывать одно блюдо, 3 блюда, 5 блюд. Но 2, 4, 6, 8, то есть кратное 2, да, без проблем. Здесь есть надпись Oil Cakes, а кейк это печенье, то есть это получается масляное печенье. И мы спросили Алишу, сколько Алиша, ну ладно, Алиша занята. Алиша сказала, что она может есть только одно, потому что они очень масляные. И здесь вот на дне осталось просто нереально много масла. Но они вкусные, конечно, сладкие, но очень много масла. Это абрикосовый, настойка на косточках абрикосовых. Нужно проткнуть просто трубочкой. Вот этой вот. Она, с одной стороны, заостренная трубочка. Вот сейчас нам Алиша поможет. Вот, а так протыкается. И все. Это, как я понимаю, либо слива, либо смесь сливы с абрикосами тоже. И снизу рисовая каша. А это сладкий суп. Рисовая каша сладкая и, скорее всего, яйцо. Ну, сейчас узнаем, попробуем. Каша довольно безвкусная, если честно. Ну да, это слива. Хорошо, что она хотя бы не приторная. Такая немножко поджаристая, что ли, прям чувствуется такая корочка. Вот как вот примерно выглядит вот эта вот суховатая часть. Вот прям такая на вкус и есть.
Да, это тофу, еще с чем-то. Скорее всего, это опять сладкое, нам заказывают все сладенькое такое. 4-е сладкое блюдо. Оказывается, все-таки вот последнее 4-е блюдо, как ни странно, оно острое. Поэтому я хочу его попробовать вначале, а потом уже что-нибудь сладкое. Это, как я понял, это что-то вроде пудинга из тофу и типа соевый соус, как мне кажется. Да. И это 5-е блюдо почему-то. Я не знаю, зачем нам столько блюд, но столько не следил. Оказывается, это вот этот супчик, до которого еще руки не дошли, называется хуй-цай. Что обозначает овощи, а не то, что вы подумали. Что касается пудинга, у нас мнения разделились, потому что мне не очень понравилось, но я не могу вообще оставлять ни одно блюдо незаконченным, поэтому придется кушать. А сейчас попробуем все-таки суп. Он, смотрю, с мясом, но я мясо здесь не рискую особо есть. Остренький, да, прикольный. То есть здесь, как всегда, рисовая лапша, овощи, мясо и грибы. На двоих мы с трудом закончили один суп, второй наполовину. Осталось еще несколько блюд, и нам принесли еще одна такой треугольной формы. Внутри мед, а снаружи рис. Вот Алиша, молодец, уже все скушала. Алиша выпрашивает у нас одно блюдо, потому что оно ей очень нравится. Поэтому она заказала его 2, что для себя 2 это слишком много, а для нас 2 типа нормально. А потом она, пока мама ушла, она выпросит. Конечно, мы дадим ребенку. Пришла мама, поэтому Алиша стесняется и не хочет брать порцию, потому что мама, наверное, будет ругать. Кстати, хочу рассказать по поводу вот этого супа. Это вообще это каша, но выглядит как суп. То есть настаивается на вине рис довольно долгое время, я не знаю сколько, в общем, настаивается рис. И затем добавляется столько же, в такой же пропорции вода. И после этого это варится на протяжении 2-3 минут. И выпаривается немножко алкоголя. Получается, что вкус риса с вином, но очень специфический такой. И эту штуку едят китайцы на завтрак. Я не могу сказать, что она вкусная, если честно. Она такая довольно специфичная. Но ради приличия, конечно, мы будем кушать. И вот это желтенькое, это не вино. Вот пришло время последнего блюда. Я надеюсь, что последнего, потому что мы ужасно наелись. По крайней мере, я ужасно наелся. Нам сказали, что это мед, но, если честно, мне кажется, что это что-то другое, похоже больше на варенье или что-то связанное с фруктами. Похоже на пасту со слабо выраженным вкусом каких-то фруктов, но сложно сказать, что это такое. Я думал вначале, что это вишня. Нам перевели название, это получается пельмени с медом. Нам солнышко внесла ясность. Это получается, я потерял это блюдо, если честно. Вот снаружи мед, рис, а это паста из красной фасоли, красных бобов. Какие именно бобы не уточняются, но предположительно фасоль, что ли. Так как меня снимают на камеру, я скажу, очень вкусно. На самом деле сладенько, средненько. Оказывается, у нас есть еще одно блюдо. Это, так скажем, настойка. В общем, это вот эта жидкость. Я не знаю даже, как это описать. Это получается вкус просто воды, такой очень-очень водянистый, и немножко красной фасоли. А на дне это кукуруза. Ее сложно выловить, сейчас попробую поймать. Это напиток, что-то среднее между кашей и просто напитком. На самом деле поражает разнообразие блюд у китайцев. Она огроменная, просто огроменная. Также очень много кухонь здесь, всяких разных. Для тех, кто считает, что китайцы едят только жуков, всяких тараканов, всякую гадость, на самом деле это не так. Они едят разнообразную пищу, очень много едят и едят много вкусного. Тем не менее, очень специфическая кухня, поэтому ее надо попробовать, чтобы понять, насколько она вам понравится по вкусу, не по вкусу. Мне, если честно, по вкусу, наверное, 35%.
Напоследок к нам подсели повара, которые из соседних магазинов, и угостили вот такой вот кукурузной чипсой. Она ужасно твердая, ее вообще невозможно жевать. Ну, так что не похоже на наши чипсы. Ну вот, мы покушали, и здесь, в принципе, принято оставлять не то что полблюда, а 90% блюда. Так что китайцы выбрасывают огромное количество еды, что на самом деле для меня жалко, потому что для меня еда это святое. Эти чипсы настолько сильно хрустят, что не слышно своих мыслей. И вообще такие жесткие, в буквальном смысле. Привычный нам вид изнутри из машины. И, кстати, хотел сказать, что стоимость парковки 3 юаня, это примерно 50 центов. И стоимость парковки, она одноразовая, то есть машина может стоять здесь и 5 минут, и час, и 2, и 5 часов. Просто на выезде нужно оплатить, и откроется шлагбаум. Так как оплата производится дистанционно, то мы приезжаем через все шлагбаумы сразу, потому что на выезде сканируется номер машины и проверяется оплата.